Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня хочу вам показать очередной оригинальный узорчик вот из такой блестящей пряжи. Вот такая вот ниточка. Ниточка, ну, не сильно тоненькая, но тоньше, чем все время мы вяжем узорчики. И крючок у меня сегодня будет, смотрите, 3 миллиметра. Вы, в свою очередь, берете пряжу такая, какая у вас есть. Правильно подбирайте крючок под свою плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Она четкая, читабельная, цветная. Вы все поймете, разберетесь. Кто умеет работать со схемками, можете работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, и у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика составляет 7 петелек плюс 2 дополнительные. Давайте я наберу, например, 5 раппортов. Это будет 35 воздушных петелек и 2 дополнительные 37. Вы набираете только сколько вам будет необходимо. Итак, в начале все как всегда. Мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот мой будущий образец. Далее смотрим на схемку, повторяем. Для начала мы делаем одну воздушную петельку подъема. Есть. Теперь смотрите, отступаем от крючка 2 петельки. 1, 2, в третью петельку нырнули. Вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки вместе. Столбик без накида. Есть. В следующую по порядку петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. Наша с вами задача в этом ряду в каждую петельку цепочки нырнуть, провязать по 2 петельки столбики без накида и так вот шагать до конца ряда. Не торопитесь, сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков у вас будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. Получается, я набрала 37 воздушных петелек, у меня получится 37 столбиков. Понятно, да? Вот эту первую петельку, которую мы с вами делали в начале ряда, так, она у нас будет считаться за столбик без накида. То есть ее тоже считаем. Получается, провязали вот так вот, как бы, ну, такой вот маленький жгутик такой, да, вот такую вот веревочку. И вот так вот провязываете до конца ряда. Понятно? Не сложно? Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. И дальше мы продолжаем провязывать наш узорчик. Для начала делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Делаем накид. И в следующий по порядку столбик, вот во второй, мы должны провязать, смотрите, столбик с накидом считаем 1, по 2 петельки провязываем. Накид сюда же провязываем, столбик с накидом 2, по 2 петельки провязываем. Накид сюда же, столбик с накидом 3. Пока повторяйте, потом поймете принцип узорчика. Вот верхушку предыдущего ряда столбика, да, мы провязываем 3 столбика с накидом. Далее воздушная петелька. Смотрите, пропускаем 2 столбика без накида. 1, 2, в третий нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. Есть. Воздушная петелька, накид. Смотрите, пропускаем 2 столбика. 1, 2, в третий столбик нырнули, вытянули ниточку и провязываем столбик с накидом 1. Сюда же опять вернулись, провязываем столбик с накидом 2. И сюда же опять же вернулись, провязываем столбик с накидом 3. То есть вот так вот у нас получились 3 столбика. Дальше воздушная петелька. Теперь будьте внимательны. Накид. Мы переключаемся на следующий столбик и в него провязываем точно так же 3 столбика с накидом. 1 столбик. Сюда же 2 столбик. И сюда же 3 столбики у нас с накидом. Понятно, да? Вот эти самые 3 столбика с накидом, это вот вторая наша партия, то же самое, что мы вот провязывали в самом начале ряда. То есть дальше идет повторение. Воздушную петельку сделали, пропустили 2 столбика. 1, 2, в третий провязываем столбик без накида. Опять воздушная петелька, пропускаем 2 столбика. 1, 2, и в третий столбик провязываем 3 столбика с накидом. То есть здесь вообще ничего сложного. 1, 2 и 3. Есть. Теперь воздушная петелька
И точно так же переключаемся в следующий столбик и в него провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. У нас как бы получается такой веерочек, ну, он немножечко как бы, ну, такой разорванный, да, с окошечком. Вот, видите, что получается? Половинка веерочка, веерочек, веерочек, между ними столбики без накида. Опять воздушная петелька, пропустили 2 столбика, в третий столбик без накида. Поняли, да? И вот так вот вы чередуете веерочки со столбиками без накида до конца ряда. Ну, не сложно? Не сложно. Схемка перед вами. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот наши веерочки готовы. Ничего сложного. Начинали мы ряд половинкой веерочка, так, и заканчиваем половинкой. Вот наша половинка, 3 столбика с накидом, и заканчиваем мы ряд, смотрите, как накид. Помните, у нас здесь была петелька подъема в предыдущем ряду. Вот мы в эту петельку подъема аккуратненько ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Дальше для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Накид. Возвращаемся сюда же в первый столбик и провязываем столбик с накидом. Повторяйте, потом поймете принцип. Идем дальше. Накид. Следующий, смотрите, вот у нас 3 столбика. Так. За первый столбик делаем накид. Захватываем столбик сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Называется рельефный лицевой столбик с накидом. Он придает рельеф, объем узорчику. Когда узорчик подрастет, будет очень красиво. Второй столбик точно так же. Накид. Второй столбик захватываем сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Рельефный лицевой столбик с накидом. Дальше воздушная петелька. Так. Последний столбик пропускаем, не провязываем. Дальше получается, мы пропускаем воздушную петельку, столбик без накида, воздушную петельку. И следующий столбик мы все это пропускаем. Понятно? Вот, начинаем со второго столбика. Точно так же получается. Мы вначале накид. Второй столбик захватываем сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки. 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. Накид. Следующий столбик точно так же. Сзади наперед. И провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Теперь переключаемся вот на нашу арочку из 1 воздушной петельки. В нее провязываем, смотрите, столбик с накидом. Раз. 2 воздушные петельки. Раз, два. И сюда же вернулись столбик с накидом 2. Получается вот такая вот центральная рогатка. Накид. Следующие 2 столбика опять будут рельефными лицевыми столбиками с накидом. Раз, рельефный лицевой столбик с накидом. И второй точно так же захватываем и провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Понятно? То есть здесь у нас половинка веерочка провязана также и целый веерочек. Воздушная петелька, накид. И перепрыгиваем к следующему веерочку сразу же ко второму столбику. Поняли, да? И точно так же рельефный лицевой столбик с накидом. Следующий столбик. Рельефный лицевой столбик с накидом. В центральную арочку из 1 воздушной петельки рогатка. Столбик с накидом 1. 2 воздушные петельки. Сюда же столбик с накидом 2. Вы для себя ставьте скорость, какая вам удобна. Так? Можете ставить меньше, можете так смотреть. То есть как вам удобно, так и делайте. Дальше накид. Следующие 2 столбика точно так же провязывайте рельефный лицевой столбик с накидом. Можете нажать на паузу, провязать и продолжать дальше смотреть видео. Все, не сложно, не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши объемные рельефные столбики. И как мы заканчиваем наш ряд. У нас здесь тоже половинка веерочка. Вот я последние, получается, 2 столбика провязала рельефными лицевыми столбиками с накидом. А теперь будьте внимательны. Вот мы здесь сделали 3 петельки подъема. Аккуратненько находим с вами 3-ю петельку. И в нее, смотрите, провязываем. Сейчас захвачу правильно. И в нее провязываем
столбик с накидом 1, воздушная петелька, сюда же вернулись и провязали столбик с накидом 2. Ну, то есть как бы не рогатка полноценная, а половинка рогатки. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Посмотрите, как с этой стороны выглядит узорчик. Совсем по-другому, да? Итак, для начала накид. И вот в эту маленькую арочку из одной воздушной петельки мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Есть. Теперь воздушная петелька. И там, где у нас была воздушная петелька между нашими рельефными столбиками, мы ныряем вот в эту арочку и провязываем столбик без накида. Воздушная петелька. Теперь мы перепрыгиваем через все наши столбики сразу же в арочку. И в нее провязываем накид. Делаем столбик с накидом 1 в арочку, столбик с накидом 2, столбик с накидом 3. Далее воздушная петелька. И сюда же возвращаемся и провязываем еще такие же 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Получается вот такой вот веерочек. Точно такой же веерочек мы с вами провязывали в самом-самом первом нашем ряду. Поняли, да? Ну вот в самом первом веерочке, так скажем. Вот. Точно самое повторяем. Опять воздушная петелька. Между нашими веерочками нырнули в арочку, столбик без накида. Воздушная петелька и опять вот в центральную вот эту арочку провязываем веерочек. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петелька. Вернулись сюда же. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот наши веерочки. Поняли? Вот, ничего сложного. Над каждым веерочком вы провязываете веерочек. И опять же получается воздушная петелька. Присоединяйтесь вот к этой арочке столбиком без накида. Не сложно? Я думаю, не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. Схемка перед вами. Ставьте, если что, видео на паузу. И бежите своей скоростью. Давайте, встречаемся в конце ряда. У вас получится. Так, смотрите, вот очередные веерочки готовы. Заканчиваем ряд так же, как и начинали, половинкой веерочка. Получается, вот после воздушной петельки накид, вот наша половинка арочки, и в нее провязываем 3 столбика с накидом. 1 столбик, сюда же 2 столбик и сюда же 3 столбик с накидом. Теперь накид, находим 3-ю петельку подъема и в нее провязываем последний столбик с накидом. Ряд наш закончен. Все, ровненько, аккуратненько. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки. Накид. Возвращаемся к первому столбику и провязываем столбик с накидом. Есть. Опять половинка нашей рогатки будет. Теперь накид. И вот эти вот первые 2 столбика будем провязывать рельефными лицевыми столбиками с накидом, как мы с вами уже делали. Итак, крючок сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. Накид, второй столбик, точно так же. Мы с вами провязывали, здесь ничего сложного, вы уже умеете. Дальше воздушная петелька. Перепрыгиваем вот к нашему следующему веерочку точно так же. Начинаем со 2 столбика. Рельефный лицевой столбик с накидом. Есть. Рельефный лицевой столбик с накидом. Есть. Теперь в центральную нашу арочку провязываем рогатку. Столбик с накидом 1. 2 воздушные петельки. 1, 2. Вернулись сюда же. Столбик с накидом 2. Есть. 2 следующих столбика вы провязываете опять рельефный лицевой столбик с накидом. 1 и 2. То есть мы с вами так провязывали. Точно? Точно. Видите? Вот наши рельефные столбики. То есть сам по себе узорчик представляет что? Вначале вы провязываете веерочки, над ними рельефные столбики. А опять веерочки, никакого шахматного порядка, все друг над дружкой. Веерочки над веерочками, веерочки, потом рельефные столбики. Все. И повторяете вот так вот 2 раза, и у вас в итоге получается красота.
Видите, вот такой вот объем с этой стороны, вот такой объем с этой стороны. Давайте увеличим наш образец в несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень симпатично в копилочку ваших узорчиков. Давайте встречаемся через несколько рядочков. Договорились? У вас получится. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Вот такие вот интересные веерочки. Эта сторона у меня будет изнаночная, то есть узорчик у меня будет односторонний, потому что, смотрите, оп, лицевая сторона. В моем случае я ее сделаю лицевой. Смотрите, как рельефные столбики оригинально подчеркивают узорчик. В данном случае рельефные столбики здесь изнаночные, видите? И за счет этого узорчик начал по-другому играть, да? Согласитесь. Вот такой вот интересный рельеф. Из моей пряжи вот так вот узорчик тянется и вот так вот тянется. Из вашей может тянуться больше, может тянуться меньше, поэтому обязательно пробуйте, вяжите из любой пряжи. Получается, один и тот же узор из разной пряжи может выглядеть по-разному. Из вашей пряжи он может выглядеть намного выигрышнее, чем из моей. Так что обязательно пробуйте. Давайте замерим мой образец, да, связанный моей рукой, моей плотностью вязания, моей пряжей, моим крючком. Смотрите, у меня это получается, набирал 37 воздушных петелек, это 18, ну, 18,3, например, сантиметра. Так? И здесь получается по веерочкам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну и самый первый маленький такой ряд, да, 11. Давайте посчитаем, сколько это будет, посмотрим. Смотрите, практически 11 сантиметров. Практически, не хватает нам буквально там миллиметра. Как вам? Обязательно вяжите образец своей рукой. При одинаковых исходных данных, да, одинаковая пряжа, одинаковые крючки, у нас может быть разная плотность вязания, поэтому обязательно вяжите образцы своей рукой. Вот такая вот интересная блестящая ниточка. Итак, что за пряжа у меня сегодня? Смотрите. Пряжа называется Alize Angora Gold Simli. Добавка Simli. Идем дальше. Моточки. По 100 грамм, 100 граммах 500 метров. Это по составу 75% акрил, 20% шерсть и 5% это ниточка металлическая. Цвет, если кому понравился, в принципе на камеру передается, какой он есть на самом деле. Цвет 21. Ну и нам советуют производители, берите крючок от 2 до 4, ну, в зависимости от узора, от вашей плотности вязания. У меня это 3. Вот такая пряжа. Повторюсь, вы берете любую, какая у вас есть. Не обязательно искать такую же, какая у меня. Все. Ничего сложного, ничего сложного. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчики, вам будет приходить уведомления о новинках на канале. Также делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. И не забывайте писать комментарии. Комментарии помогают продвижению канала. Заранее спасибо большое. Ну и нажимайте на кнопочку спонсорства. Тоже заранее спасибо большое. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.